Всем привет! После 5 лет жизни на тропических островах Филиппин я вернулся в Калининград. Тут я родился и вырос, учился и работал, женился и развелся. В родном городе я не был уже 5 лет, и мне очень интересно взглянуть, как за это время изменился как сам город, так и его жители. В этом ролике я побывал в родных сердцу местах, встретился с родными и друзьями и посетил побережье Балтийского моря. По прилету в Калининград в аэропорту меня встретили друзья и повезли на встречу с мамой, с которой я не виделся уже 5 лет. Привет! Привет. Как дела? Очень холодно. Да, я чувствую А что у вас? замерзшие руки. А что у вас пальмы какие-то незрелые? Так это после зимы они еще не выросли, не распустились. После зимы не распустились? Сережа решил устроить сюрприз своей маме. Прилетел в Калининград, а мама сейчас выйдет и будет очень сильно удивлена. Приятно. Здравствуйте. Да. Смотрите, кого я вам привез. Решение уехать из Филиппин и вернуться домой было спонтанным и неожиданным даже для меня самого. И никто из близких не знал, что я приезжаю. Уже из окна автомобиля я увидел, как изменился город за последние 5 лет. А изменился он сильно, и однозначно эти изменения лишь пошли городу на пользу. Многие места мне уже было не узнать. Старые пустыри и парковки, где раньше в основном собирались разного рода маргинальные личности, превратились в уютные парки, украшенные разного рода арт-инсталляциями, скамеечками и уютными маленькими кафешками. В центре города действительно приятно гулять. И что меня порадовало как велосипедиста, так это то, что в городе сильно развилось велодвижение. Велодорожки связали не только все улицы города, но также протянулись и на всю Калининградскую область до побережья Балтийского моря и вдоль него. И, как я смотрю, горожане все чаще стали пересаживаться из душных автомобилей на велосипеды и самокаты, чему также еще способствовала летняя пора. Отличное место покрутить педали в центре города – это место под названием Пруд Верхний. Тут вокруг озера набережная, где можно не только гулять с ванильным рафом в руках, но и покрутить педали как на классическом велосипеде по велодорожке вокруг озера, так и на милом водном велосипеде по самому озеру. На пути к парку находится блошиный рынок, где продают артефакты, оставшиеся от Второй мировой войны, старинные монеты, разные коллекционные древности, да и просто всякую милую мелочь. Тут со своими детьми гулял мой друг детства, и я присоединился к ним. Давай вопрос. Как вы дошли до этой жизни? Евгений, вот ты пожил во многих городах России, но каждый раз возвращаешься в Калининград. Расскажи, почему ты каждый раз возвращаешься в Калининград, даже если зарплата где-то в других регионах страны гораздо выше? Ну, потому что Калининград один из самых компактных, один из самых прекрасных и компактных городов. У нас маленькие дороги, все очень близко расположено. В городе нет каких-то, не было крупных производств. Недалеко от озера есть парк с аттракционами, кафешками и прудиками с карасями и карпами. Этим же днем я оказался в пригороде, в загородном доме еще одного своего приятеля, с которым мы не виделись уже много лет. Роман, ну скажи, сколько тебе понадобилось времени, чтобы построить трехэтажный дом? 10 лет. Как 10 лет? Ну, 10 лет. Всего лишь 10 лет. В этот день он праздновал свой день рождения вместе со своими друзьями. Ребята готовили классические шашлыки на шампурах, а также плов и шурпу. Разгоряченные теплыми летними лучами, гости предавались непринужденным танцам и песням. И надо сказать, что я отлично провел время, хоть и в практически незнакомой мне, но доброй и комфортной компании. Мне было очень любопытно сравнить цены на базовые продукты с филиппинскими ценами. Да и просто было интересно взглянуть на разнообразие продаваемых продуктов. И для этого я отправился на городской рынок. Свиная вырезка на косточке 400 рублей килограмм. Куриная грудка на хряще 350 рублей килограмм. Куриное бедро, крылышки и голень по 305 рублей за килограмм.
Фарш домашний, говядина плюс свинина – 450 рублей килограмм. В среднем мясо на рынке стоит на 20% дешевле, чем на Филиппинах. Что касается рыбы, то, думаю, сравнивать бесполезно, так как совершенно разные виды рыб. На Филиппинах чаще всего я брал милкфиш. Это белая рыба, и стоила она 220 песо за килограмм. Это примерно 350 рублей или около $4. По овощам. Лук белый от 70 рублей за килограмм. Картофель старый от 40 рублей за килограмм. Картофель молодой от 120 рублей за килограмм. Морковь и капуста от 90 рублей за килограмм. Получается, что овощи в России стоят в 2-3, а некоторые даже в 4 раза дешевле, чем на Филиппинах. Лук на Филиппинах стоит 200 песо за килограмм, это больше 300 рублей. Единственное, что на Филиппинах будут дешевле тропические овощи, такие как батат или сайот, и, разумеется, тропические фрукты тоже на Филиппинах будут подешевле. А сколько манго стоит? Штука? Домашние пельмени на рынке продавались по 470 рублей за килограмм, а на Филиппинах ребята лепят и продают от 500 песо за килограмм, но это примерно 800 рублей. Ну а колбасы, сосиски, копчености, ягоды, молочку не имеет смысла сравнивать, потому что на Филиппинах такое продают только в магазинах с импортными товарами, и стоить оно там будет в 4 или 5 раз дороже. В целом, ассортимент продуктов на рынке и их стоимость меня порадовали. Особенно я кайфанул с копченой рыбки, сыров и ягод. Уж больно сильно я соскучился по этим продуктам за 5 лет жизни в Азии. А еще мне очень интересно было взглянуть, как же изменилось побережье Балтийского моря за последние 5 лет. Туристы со всей страны, которые приезжают на отдых в Калининградскую область, как правило, за пляжным отдыхом отправляются в Светлогорск или Зеленоградск. Это популярные туристические прибрежные города, вечно переполненные приезжими и с явно завышенными ценами на все, но при этом вполне себе милые. Мы же с друзьями поехали в поселок Янтарный. Этот поселок получил свое название в честь солнечного камня, потому что здесь, на янтарном комбинате, добывают 90% мирового запаса янтаря. А широкий пляж с белым песком в этом месте в 2016 году был удостоен голубого флага. Голубой флаг – это международная награда, ежегодно вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания и пляжного отдыха. Посередине широкого пляжа здесь глубокое пресноводное озеро и милый деревянный прогулочный променад прямо вдоль него. Пляж тут и вправду потрясающий. И тогда, 5 лет назад, был к тому же и безлюдный. Мы часто сюда приезжали летом на выходные с палатками, а неразвитая в те годы по этому направлению сеть общественного транспорта ограничивала те толпы туристов, которые из-за удобства и доступности предпочитали ехать в упомянутые выше Зеленоградск и Светлогорск. Сейчас же, смотрю, ситуация поменялась. Теперь тут огромные толпы отдыхающих, а под них расстроилась так нужная любым туристам инфраструктура. Отели и резорты, сувенирные лавки со всеми видами изделий из янтаря и многочисленные кафе и рестораны. Поселок уже утратил ауру заповедного оазиса и пополнил ряды бездушных туристических городов Калининградской области. Следует еще отдельно упомянуть карьер, который находится в поселке, и дайв-центр. Тут дайверы смогут полюбоваться видами затопленного в карьере леса. Но все-таки моим любимым прибрежным городом Калининградской области всегда был город Балтийск. Это самый западный город России, и раньше Балтийск был закрытым городом, куда пускали только местных жителей или по пропускам. В наши дни город открыт для посещения всеми желающими. Это вовсе не туристический город, и вернувшись сюда сейчас, мне показалось, что он будто застрял во времени. Тут за 5 лет практически ничего не изменилось, да и погода в этот раз вовсе не походила на летнюю. В Балтийске я был очень часто. Сюда мы с друзьями постоянно приезжали отдохнуть с палатками или на рыбалку. Я часто сюда приезжал и один, погулять и привести мысли в порядок. Тут длинный и вполне чистый песчаный пляж, и при этом не такой многолюдный, как в прочих упомянутых ранее прибрежных городах. А прямо на берегу можно на память пособирать валяющиеся тут после очередного шторма кусочки янтаря. Пляж заканчивается длинным молом, защищающим от волн заходящие в порт корабли. Тут на моле всегда много рыбаков, а через пролив видно Балтийскую косу.
Кстати, туда можно переправиться на пароме и погулять, но про косы Калининградской области, Балтийскую и Курскую нужно рассказывать отдельно. Офигеть, тесен мир. Сейчас девчонку встретил, которая на Филиппинах по соседству жила с тем домиком, где я снимал. Они с мужем где-то года 2 прожили на Филиппинах и уехали обратно в Калининград. Согретый в эту ветреную летнюю погоду чувством ностальгии и пофоткавшись у памятника императрице Елизавете Петровне, я побрел обратно в город, по пути то тут, то там натыкаясь на давно заброшенные старые немецкие оборонительные сооружения. А дедушка Ленин указывал мне направление до автовокзала. Но с побережья вернемся обратно в Калининград. Гуляя по городу, можно запросто поймать себя на мысли, будто вы вовсе находитесь не в России, будто вы гуляете в каком-нибудь чешском городке, либо в городе какой-нибудь другой европейской страны. И это неспроста, ведь Калининградская область даже не соединена общими границами с территорией России, а в городе определенно ощущается атмосфера Европы. После окончания Второй мировой войны немецкий Кёнигсберг стал советским Калининградом, а в городе до сих пор много немецких зданий, оборонительных сооружений и фортов тех лет. Некоторые даже хранят на своих стенах следы от пуль, оставшиеся после ожесточенной осады Кёнигсберга в 1945 году. В Калининграде есть целые улицы, состоящие из отреставрированных старых немецких домов, и в них до сих пор живут люди. Когда-то и наша семья жила в одном из таких домов. Старые немецкие форты и оборонительные сооружения, оставшиеся от той эпохи, в настоящее время получили самое разное применение. Где-то сейчас музей, где-то склад или магазин, а некоторые такие объекты используются весьма необычным образом. Это Женя и Лера. В старых заброшенных объектах времен Второй мировой войны ребята организовывают арт-пространство и проводят музыкальные ивенты. Это Калининград, Кёнигсберг, центр Европы. Меня зовут Джонни, это Лера. Мы занимаемся различным творчеством, искусством. И одно из наших самых главных направлений – это создание ивентов, тематических, концептуальных мероприятий в заброшенных зданиях, площадках. И вот в этот раз мы выбрали своим таким вот домом бастион астрономический. Бастион астрономический свое название получил от прилегающей к нему Кёнигсбергской обсерватории, основанной в 1813 году. И во время Кёнигсбергской битвы тут находился командный пункт вермахта. А во времена СССР астрономический бастион частично использовался облвоенкоматом в качестве сборного пункта призывников. Сейчас же чаша бастиона служит открытой площадкой для проведения музыкальных ивентов и арт-мероприятий. Это старый оборонительный корпус, и для меня, как для архитектора, это потрясающее место. Мы готовы показывать творчество всех наших местных художников, исполнителей, наполняем пространство артом и пытаемся сделать из этого еще и арт-галерею и выражение для свободного современного искусства. В общем-то, что сказать? Мы пропагандируем культуру рейва. Хотим показать вообще и обществу, и городу, и стране, что можно тусить адекватно в рамках дозволенного, делать это весело. Движемся на чистом вайбе. Вся молодежь у нас заряжена, так скажем, творческой энергетикой. Пространство наполняют исключительно творческие люди, фотографы, художники, дизайнеры, музыканты. Мы занимаемся как бы музыкальным продакшеном, мы продвигаем молодых начинающих музыкантов, даем им возможность выступить. И основой, конечно, у нас культуры нашей считается музыка. То есть, но музыка одна сама по себе существовать не может. Тут же рождаются у нас и клипмейкерство, и фотография, и изобразительное искусство. Все друг к другу притягивается, и получается такая одна большая городская коммуна. В общем, занимаемся мы всей этой движухой уже больше 3 лет. Вот, мы профессиональные такие европейские сквоттеры. Такое уникальное для России, на самом деле, явление. Может быть, только где-нибудь в Питере такие найдутся, да и то вряд ли. На этой площадке, на круглой чаше бастиона, мы делаем самые главные такие крупные городские события. Там 1000-1500 человек. Слушай, ну ты сказал, что это не первая ваша площадка. Расскажи про предыдущие. У нас, в общем, это 5-я, площадка, получается. Первая площадка была вообще в Заброшке. Мы делали, у нас был такой проект «Заброшка». Мы с него стартанули, получили популярность какую-то определенную. То есть людям зашло, такой неформальный андеграунд формат. Потом мы переросли уже в более крупные проекты. Нам дали огромное помещение, там около 800 квадратов. Мы его тоже засквотировали, сделали тусовку, но там возникли сложности из-за соседей, потому что не все готовы вывозить
такой движ. Ну, а потом... Бабулям не зашло? Бабулям не зашло, да. А потом нам вот город и частный предприниматель, так скажем, это все частное владение, выделил нам вот этот объект для развития. Вы за аренду ничего не платите? Это чисто на голом энтузиазме? Платим, конечно, что-то за аренду. Это невозможно в современном мире как бы без взаимовыгоды, но так или иначе у нас есть возможность здесь проводить что-то. Но инвестор тоже увлекается, да, подобными? Конечно, потому что вот это вот выставки, искусство, музыка, творчество, молодость внутри, оно объединяет людей. Вот, только внутри и осталось. Ну, вот так вот. Угораем, как умеем. Рейв как смысл. Честно говоря, я очень боялся, что за 5 лет моего отсутствия в родном городе его люди стали совсем зашоренных взглядов. Но Лера, Женя и тысячи таких, как они, встреченных мною на улицах города, дали понять, что несмотря ни на что, многие продолжают неформально выглядеть, неформально мыслить и не стесняются выражать себя в разных видах творчества. Кто-то занимается музыкой, кто-то искусством, кто-то танцами. Мне очень отрадно видеть, что это выражение совсем не стесняется выходить за навязанные обществом пределы нормальности. Люди живут, улыбаются, желают доброго утра встречным прохожим, катаются на велосипедах и самокатах, посещают выставки, фестивали и разного рода тематические мероприятия. Волею случая я стал свидетелем одного из таких мероприятий, куда меня пригласили друзья. Вон Тишка. После их слов о бесплатном билете для меня мое сознание помутнело, и я уже не особо хотел вникать в суть мероприятия. Главное, что бесплатно. Это была двухчасовая лекция о классической музыке, способах построения звуков в мелодии и их разновидностях, которая проходила в Кафедральном соборе. Какую красоту дает вот это смещение баса и изменение аккордов? Не самая мне близкая, но интересная тема. Выиграв ожесточенную битву со сном, что длилась на протяжении 2 часов, и вспомнив свои студенческие годы, я с друзьями пошел гулять по вечернему городу. Тут, вокруг Кафедрального собора, есть парк со множеством сквериков и скамеечек, а всевозможные скульптуры, арт-инсталляции и вечерняя светодиодная подсветка придавали особый антураж спокойствия этому месту. Чуть далее, на набережной вдоль реки Приголь расположились кафешки и ресторанчики, где отдыхали местные жители и гости города. Кафедральный собор является одним из главных культурных и исторических мест Калининграда. Здесь похоронен известный философ Иммануил Кант. Здесь расположен единственный органный комплекс России и музей имени великого философа. Сюда водят экскурсии, тут проходят концерты и фестивали, организовываются авторские проекты и лекции. Собор был построен еще в XIV веке по решению Тевтонского ордена, но в 1944 году он был сильно поврежден в результате бомбардировки английской авиацией. И лишь в 90-е годы он был восстановлен. Я помню те времена, когда собор был еще наполовину разрушен и стоял без крыши. Находится Кафедральный собор в центре города на так называемом острове Канта. Тут река Приголь и вправду образовала остров. А перейдя через реку по мосту, можно попасть в район, который называется Рыбная деревня. Это туристическая улица со зданиями, имитирующими одну из улиц старого Кёнигсберга. На этой улице архитектурные традиции старого города нашли отражение в зданиях и мостовых, скульптурах и объектах уличной инфраструктуры. А с правого берега реки открывается живописный вид на город и исторические постройки острова Канта. Тут бесчисленные лавки с сувенирами, рестораны, отели и кафешечки. Тут работают аниматоры в костюмах 19 века и продаются экскурсии по городу и области. Тут можно покататься на лодочке по реке, а на мостах через реку молодожены вешают замки как символ крепости их союза. Где-то тут, наверное, ржавеет и мой старый замок. Должно быть, Саша работает сварщиком. За 5 лет моего отсутствия город сильно изменился. И если в его центре все сильнее чувствуется туристическая направленность со всеми этими парками, кафешечками, скверами, набережными и городскими инсталляциями, то желание многих жителей других регионов России переехать жить в Калининград способствовало быстрому росту спальных районов. Выйдя из центра, я уже легко могу заблудиться в собственном городе среди бездушных жилых высоток. А город все сильнее и сильнее расширяется, захватывая все новые и новые территории.
Я рад наконец-то встретиться с друзьями, которых уже давно не видел, погулять по улицам, по которым гулял еще в детстве, поесть еды, по которой уже давно соскучился. Вы бы только знали, какой восторг у меня вызвали обычные пельмешки со сметаной, мамины котлетки с пюрешечкой, селедка под шубой с черным хлебом, да даже обычная газированная минералка. Но меня не отпускало чувство, что и дома теперь я стал чужой. Мои друзья откровенно смотрели на меня с недопониманием. А чем ты занимаешься? А где ты работаешь? А как это так ты путешествуешь по островам уже 5 лет? Тебе 40 лет, а у тебя ни семьи, ни детей, ни машины, ни работы. Как так можно жить? Свой вывод обо мне отчетливо читался в их глазах. Да у него просто походу кукушка подтекает. А я, в свою очередь, уже не представляю свою жизнь, как у них. Что изменилось за 5 лет у всех тех, с кем я общался раньше? Новая, еще больше предыдущей квартира. Новая, еще больше предыдущей машина. Но ведь все так же приходится спать в кровати размером 2 на 1,5 метра, но уже в новой квартире. Все так же приходится вставать в 7 утра, чтобы точно так же потратить те же 30 минут за рулем на работу, но уже в новой машине. Точно так же напиться пива вечером в пятницу с коллегами. Точно так же всю субботу проваляться на диване. А в воскресенье точно так же провести с женой и детьми в супермаркете, закупаясь продуктами на следующую, точно такую же неделю, какой была и предыдущая. Что такое нормальная жизнь? Кто вообще устанавливает эти правила нормальности? И почему это им вдруг надо следовать? Можно, конечно, отмахнуться, сказав, что понятие нормальной жизни у каждого свое. Но разве это так? Общество навязывает нам свои стандарты, и далеко не каждый сможет осознать, что он живет не свою жизнь, а ту стандартизированную, навязанную свыше. Живите свою жизнь и ни в коем случае не живите по инерции. Всем спасибо и всем мира. У нас всегда адекватный контингент. Адекватный контингент. У нас полностью безопасно и всегда хорошая атмосфера, все люди очень дружелюбные. Как будто рекламируешь это. Я сразу подумал бы, что все наоборот.